Сумерки окрасили улицы Чикаго мягким оранжевым светом. На тихой окраине города медленно шли пожилые супруги, Джейсон и Эмили. Они держались за руки, пряча усталость в глубине взгляда. Всего несколько минут назад их взрослые дети, сын Райан и дочь Софи, высадили родителей на пустынной дороге после короткой поездки. Райан и Софи были заняты своими делами и планами, не замечая, как тяжело было родителям. Джейсон сжимал руку Эмили, а она молча следила за отъезжающим автомобилем. Их жизнь была посвящена детям. Скромный дом, экономия на всем ради образования и будущего, но теперь они казались ненужными. Проходивший мимо сосед бросил удивленный взгляд, но супруги просто сказали, что ждут транспорт. Внутри они знали правду, стали чужими в глазах собственных детей. Между тем Райан и Софи, сидя в машине, обсуждали свои планы, не догадываясь, что в сумке Джейсона находятся документы, способные кардинально изменить их будущее. Джейсон и Эмили дошли до автобусной остановки, но автобусы уже не ходили. Они направились к дому старых друзей, вспоминая молодость, первые прогулки по паркам Чикаго, тихие вечера у камина. Эмили радовалась, что они все еще вместе, что любовь и поддержка друг друга остались неизменными. Дети, оставшиеся дома, обсуждали, как удобно было бы устроить родителей в дом престарелых. Но Джейсон и Эмили знали то, о чем дети и не подозревали. Много лет назад Джейсон инвестировал в акции промышленной компании, и теперь эти инвестиции представляли собой настоящее состояние. Но супруги продолжали жить скромно, не раскрывая своего богатства. Прошли недели. С ними часто оставляли внука, 10-летнего Люка. Для него бабушка и дедушка были настоящей семьей, и именно ради него супруги решили, что все наследство перейдет только ему. Когда Софи случайно заметила документы, она поняла, что родители обладают огромным состоянием. Она и Райан приехали требовать свою долю, но Джейсон твердо оставил наследство Люку. Дети ушли разочарованными, а вскоре жизнь показала последствия их безразличия. Бизнес Райана обанкротился, Софи оказалась в долгах. Возвращение детей с просьбами о помощи столкнулось с твердостью Джейсона и Эмили. Они могли простить, но решение о наследстве осталось неизменным. Любовь и доверие к внуку стали их главным богатством, ценностью, которую никакие деньги не смогут заменить. Люк обнял дедушку, и в этот момент Джейсон и Эмили поняли, их наследие – это не деньги, а настоящая семья, которая будет рядом несмотря ни на что. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.